Сегодня мы с вами пройдемся по историческим местам Ташкента. Ташкент очень большой, и за один раз охватить все достопримечательности просто невозможно. Мечеть Минор – одно из красивейших зданий города, а также важный центр духовной жизни страны, было построено в 2014 году. Она отличается от других мечетей внешним видом, поэтому в народе ее называют «белой мечетью». Строение отделано белым мрамором, сверкающим на солнце. Мечеть построена в классическом узбекском архитектурном стиле с типичными фресками, складывающимися в традиционные национальные узоры, михрабом и резьбой по глиногипсу. Вау, посмотрите, какая красота! У меня просто нет слов. А теперь давайте зайдем внутрь. Уверен, там так же красиво, как и внутри. Минор-мечеть может вместить 2400 человек. В помещении есть кондиционер и система теплый пол. Большой сводчатый зал украшает мозаика и росписи на стенах и потолке. Михраб декорирован позолотой, изречениями из Корана и хадисами. Мне кажется, люди, которые ходят в эту мечеть, очень счастливы. Это как иметь красивый дом или красивую машину, в которую хочется все время садиться и никогда не уходить из нее. Люди, которые построили эту мечеть, сделали поистине благое дело. Медресе Кукильдаш находится в старом городе, недалеко от базара Чурсу. Это крупнейшее из 23 медресе старого Ташкента. Оно построено из жженого кирпича по традиционному для медресе принципу. Медресе Кукильдаш неоднократно ремонтировалась и реставрировалась, поэтому нынешний облик здания значительно отличается от первоначального. Хотя по размерам и архитектурному замыслу этот памятник древнего зодчества не уступает известным медресе Бухары и Самарканда. На одной из стен медресе Кукильдаш выгравирована надпись, как нельзя лучше отражающая судьбу архитектурного памятника. Смерть является неизбежностью человека, но произведенные им работы остаются навечно. Знаете, я поражаюсь, как в Узбекистане развивается туризм. Вроде бы историческое учебное заведение, но заплати какие-то 15 тысяч сум и снимай, фотографируй, получай ценную информацию о месте. Гида, конечно, нет, но зато есть информационный стенд, где все написано. Или же спросите вахтера, который принимает оплату. Он вам все расскажет и покажет. И к тому же еще порекомендует места, которые можно посетить. Люди все максимально вежливые, и это очень радует. Одним из духовных памятников Ташкента является религиозный комплекс Хазрати-Имам, называемый в народе Хаст-Имам. На площади Хаст-Имам расположены медресе, мечеть и мавзолей. Кроме сооружений, здесь находится библиотека восточных рукописей и Коран халифа Усмана. Коран Усмана, хранящийся в Ташкенте, является единственной из сохранившихся оригинальной рукописью Корана. Новое здание мечети Хазрати-Имам было воздвигнуто в 2007 году. Сооружение состоит из самой мечети и двух минаретов, архитектура которых выдержана в стиле XVI века. Входная площадь мечети украшена великолепной работой резчиков по дереву, представляющих различные школы Узбекистана. Удивительная особенность Ташкента в том, что сейчас 26 января, а тут светит солнце и температура примерно около 10 градусов. А сейчас я покажу вам, как здесь все устроено внутри. Расписной потолок украшен изысканными хрустальными люстрами, а стены покрывают позолоченные надписи с цитатами из Корана. Купол выполнен не совсем обычно. Как правило, купола в мечетях имеют идеально круглую форму. В соборной мечети Хазрати-Имам он вытянут в изящный эллипс, что создает ощущение невесомого парения в воздухе и визуально расширяет пространство. Зал для молитвы вмещает до 5000 человек. Хазрати-Имам является одной из главных достопримечательностей Ташкента, которую обязательно нужно посетить, чтобы проникнуться духом этого удивительного древнего города.
göl gör beni aşk neyledi. Почти за 45 лет своей жизни я ни раз не был в театре. И вот сейчас у меня есть такая возможность в Ташкенте. Я купил себе билет. Посмотрим. Государственный академический Большой театр оперы и балета имени Алишера Наваи считается ведущим театром Узбекистана, а также его национальной гордостью и притягательным центром музыкально-театральной культуры. История театра берет свое начало с середины 20-х годов прошлого столетия под руководством народного артиста Узбекистана Мухиддина Кари Якубова, который организовал профессиональный концертно-этнографический ансамбль. Фойе первого этажа, расположенное по главной оси вестибюля, украшено росписью, изображающей 4 муз – танца, поэзии, живописи и архитектуры. В главном фойе второго этажа находится 4 живописных панно на темы из произведений Наваи. Ширин, пришедшая с подарками к Фархаду, сидящий на коне Искандер, Бахрамгул, герой поэмы «Семь планет», Лейла и Меджнун, встретившиеся в пустыне. Не думал, что в театр ходят такие разные люди. Там были и иностранцы, как с ближнего, так и из дальнего зарубежья. Конечно же, местные жители в возрасте 40+. И что меня поразило, было очень много молодежи. Не думал, что они посещают такие культурные места. Честно говоря, когда читаешь информацию на стенде, то как будто попадаешь вообще в другой мир. Но что меня больше всего поразило, так это слаженная игра актеров и музыкантов. Вы только представьте себе, на сцене более 40 человек должны синхронно петь песни, танцевать, вставать на свои места. Добиться такой слаженной работы всех членов команды – это большой труд. И еще на что я обратил внимание, посмотрите, сколько здесь народу. На минуточку, зал вмещает 1440 человек. Так, ну вот и закончилась опера. Впечатления, конечно, непривычные, особенно после влияния интернета. Но мне очень понравилось. Я смотрел оперу «Любовный напиток», которая была написана еще 2 века назад. В принципе, ничего не изменилось. Любовь, деньги, обман. Меняются только декорации. Небольшой лайфхак. В Ташкенте вы можете поменять деньги в будний день с 9 до 6. Но если это будут выходные, то вы можете обменять их только в специальных банкоматах. Сейчас я вам покажу, как это делается. Находите вот такой терминал. Они расположены практически по всему городу. Так, вот сейчас будем менять деньги. Подошли, нажимаем «Обмен». Выбираем язык. Русский. Так, меняем доллары. Указываем сумму. Нажимаем «Подтвердить». Вложим деньги. Нажимаем «Продолжить». Все, сейчас выдаст. Так, нажимаем «Подтвердить». Распечатать квитанцию. Все, забираем деньги и ждем квитанцию. Сейчас еще квитанцию даст. О, все, поменяли. Если же терминал не работает, то вы можете поменять деньги у ребят, которые специально ходят вокруг этого банкомата. Зачастую курс у них такой же, как и в банкомате.
Хотите получать больше полезных советов? Тогда подписывайтесь на мой канал.